конце XII века единственным уголком язычества в Европе оставалось восточное побережье Балтийского моря. Населявшие эти территории племена были данниками русских княжеств. Так ливы и часть племен латгалов платили дань Полоцкому княжеству. Вторая часть латгальских племен, а именно княжества Адзель и Талава, а также племена эстов, платили дань Новгородской республике. Также на этих территориях располагалось два небольших русских удельных княжества – Кукейносское и Герксикское. Следует упомянуть о том, что русские княжества лишь собирали дань с прибалтийских племен, особо не влезая в их внутренние дела и не навязывая им свою веру. Лишь князья Талавы приняли православие. В рассматриваемый период времени католическая церковь активно распространяла свое влияние. Еще во второй половине XII века католический миссионер фон Зегеберг обратился к полоцкому князю Владимиру с просьбой разрешить ему проповедовать на землях ливов. Полоцкий князь не увидел в проповедях католического миссионера какой-либо опасности для своей власти и поэтому дал свое согласие. В 1186 году была образована Ливонская епархия, которую возглавил фон Зегеберг, получивший сан епископа. В 1188 году из-за неоплаченных долгов на острове Готланд в тюрьму были посажены русские купцы. Также в этот период разгорелся серьезный конфликт между Новгородской республикой и Шведским королевством, из-за чего в качестве альтернативы Балтийскому торговому пути был создан сухопутный торговый путь через Псков. Этот торговый путь проходил через основанные Ливонской епархией крепости Гольм и Экскюль. Таким образом, у Ливонской епархии появился источник серьезного дохода. Чтобы защитить так удачно образовавшийся источник дохода, в 1190 году папа Климент III разрешил фон Зегебергу не только возглавить всех орденских монахов и священников на Балтийском побережье, но и выдал им всем индульгенции. В 1196 году Зегеберг скончался. Ему на смену папский престол прислал Бертольда Шульте, который в 1197 году попытался завоевать расположение ливов. К этому моменту ливы осознали, что цель Ливонской епархии заключается не только в распространении христианства, но и в установлении контроля над восточным побережьем Балтийского моря. Ливы начали сжигать церкви и нападать на людей Шульте. Столкнувшись с сопротивлением ливов, Шульте отправился в Саксонию за войском. Так как еще в 1193 году Папа Римский призвал к походу против язычников на восточном побережье Балтики, Шульте легко нашел желающих огнем и мечом обращать ливов в католическую веру. Но удача отвернулась от Шульте, и в 1198 году он был убит в одном из сражений с ливами. В следующем году в Ливонию на 23 кораблях прибывает новый епископ Альберт Буксгевден. Уже в 1201 году находившиеся под его началом крестоносцы основывают укрепленное поселение, которое получило название Рига. В 1202 году создается орден меченосцев, основной целью которого стала защита территориальных приобретений и продолжение колонизации восточного Балтийского побережья. Полоцкий князь Владимир понял, что крестоносцы не собираются ограничиваться распространением своей веры, а планируют взять под контроль ливов, которые являлись его данниками. Он принимает решение действовать и в 1203 году во главе войска вторгается в Ливонию. Владимир захватывает расположенный на торговом пути замок Экскюль и направляется к замку Гольм, захватив который он мог бы полностью контролировать торговый путь. Но тут его ожидал неприятный сюрприз в виде армии ордена меченосцев, численность которой существенно возросла. Так как Владимир не планировал начинать полномасштабную войну, он принимает решение отступить, чтобы вернуться с более крупным войском.
Новый епископ Риги, чтобы избежать противостояния с Полоцким княжеством, предпринимает попытку заключить мир с Владимиром. Но эта попытка не приносит никакого результата. Летом 1206 года Владимир снова вторгается на территорию Ливонии и, не встречая практически никакого сопротивления, добирается до Риги. Он предпринимает несколько попыток штурма города, но укрепление Риги и мощный гарнизон сделали эти попытки безрезультатными. После того, как Владимир снял осаду Риги и вернулся в Полоцкое княжество, вожди ливов стали принимать католическую веру и становиться вассалами рижского епископа и ордена меченосцев. Увеличив за счет местных племен численность своего войска, крестоносцы приступили к активным действиям против Полоцкого княжества. В 1207 году в результате стремительной ночной атаки крестоносцы захватывают Кукейнос, который являлся столицей одноименного удельного княжества, находившегося в вассальной зависимости от Полоцкого князя. Местный князь Вячко успел покинуть крепость и перед этим сжечь ее. В 1208 году в военный союз с орденом входят латгальские княжества, и орден для контроля над приобретенными территориями возводит Венденский замок. После подчинения ливов и латгалов военная мощь крестоносцев существенно возросла, и в 1209 году они захватывают столицу второго полоцкого удела в Ливонии, город Герсике. Чтобы избежать масштабного противостояния с Полоцким княжеством, рижский епископ в 1210 году предлагает заключить мир и обязуется ежегодно оплачивать дань за ливов. Полоцкий князь Владимир соглашается на предложенные условия, но так и не получив обещанной дани, начинает подготовку к новому походу. Этот поход был запланирован на 1215 год, но из-за неожиданной смерти Владимира так и не состоялся. В 1217 году крестоносцы организуют поход с целью подчинения эстов. 21 сентября этого года в сражении близ селения Вильянди армия крестоносцев встречается с объединенным войском эстских племен под командованием Сакала. Лучшая организация, а также военная выучка позволила крестоносцам разбить войско эстов. После сокрушительного поражения часть эстов переходит под власть крестоносцев, а оставшаяся часть обращается за помощью к Новгородской республике, которой платили дань. В феврале 1217 года псковский князь Владимир во главе войска начинает военный поход. К нему присоединяются лояльные эсты, после чего объединенная армия начинает осаду города Оденпе. Гарнизон этого города составляли лояльные ордену эсты, которые запросили помощи у крестоносцев. Спустя 17 дней войско ордена достигает стен Оденпе. Им удается с боем пробиться в город, но уже спустя 3 дня они соглашаются его сдать в обмен на возможность беспрепятственно вернуться в Ливонию. В 1218 году рижский епископ обращается к датскому королю Вальдемару II с просьбой оказать помощь в покорении эстов. Летом этого года датское войско численностью в несколько тысяч воинов высаживается на побережье Балтийского моря и основывают крепость, которая получила название Ревель. Эту крепость местное население называло датским замком, что звучало на местном наречии как Таани-Лин. Именно эта крепость со временем стала современным городом Таллин. Эсты попытались помешать закреплению датчан на своих территориях и приступили к сбору войска. Сражение состоялось поблизости от Ревеля и закончилось сокрушительным поражением эстов, после чего под контролем датчан оказалась практически вся Северная Эстония. В 1219 году Новгородская республика организовывает поход в Ливонию, чтобы отбить эти территории у крестоносцев. Против русского войска под командованием Всеволода Мстиславича выступил орден меченосцев, а также союзные им латгалы и ливы.
Как только новгородский передовой отряд переправился через реку, он был атакован крестоносцами. Численный перевес позволил крестоносцам опрокинуть новгородцев и заставить их отступить. Меченосцы преследовали русский отряд до реки, за которой стояло основное новгородское войско. Достигнув берегов реки и оценив численность новгородцев, ливы и латгалы поспешно покинули поле боя. Меченосцы попробовали воспрепятствовать переправе русского войска через реку, но из-за численного перевеса новгородцев были быстро разбиты. Расправившись с крестоносцами, новгородцы принялись разорять земли ливов и латгалов, после чего, добравшись до крепости Венден, они приступили к ее осаде. Осада продлилась 2 недели, и после неудачной попытки штурма Всеволод Мстиславич принимает решение вернуться в Новгород. В 1221 году из-за неудачного противостояния с посадником Твердиславом Всеволода Мстиславича изгоняют из Новгорода, а в 1222 году новым новгородским князем становится Ярослав Всеволодович. Спустя год, в январе 1223 года, эсты поднимают восстание против ордена меченосцев. И так как собственных сил для победы у них было недостаточно, они призывают на помощь новгородцев. Новый новгородский князь Ярослав Всеволодович незамедлительно выступает в поход. Пока меченосцы боролись с восставшими эстами, новгородцы, не встречая особого сопротивления, занимают Пелин и Юрьев. Оставив в занятых крепостях свои гарнизоны, новгородцы вместе с добычей возвращаются на свою территорию. Вскоре меченосцам удается подавить восстание эстов, после чего они собирают крупное войско, чтобы отбить занятые новгородцами крепости. 15 августа 1223 года меченосцам удается занять город Феллин, полностью уничтожив находившийся в нем русский гарнизон. Затем войско крестоносцев добирается до города Юрьев и осаждает его. Осада продлилась недолго, всего 5 дней, так как меченосцы, узнав о том, что на помощь Юрьеву спешит Ярослав Всеволодович с новгородским войском, принимают решение отступить. Добравшись до стен Юрьева, Ярослав не обнаружил войска меченосцев и начал поход на Ригу. Но встреченные им на пути чудские послы уговорили его повернуть в Эстонию. В Эстонии новгородское войско, не встречая сопротивления, добирается до датской крепости Ревель и начинает ее осаду. Эта осада не принесла никакого результата, и Ярослав, разорив окрестности крепости, принял решение вернуться в Новгород. В 1224 году разгорелся конфликт между Новгородской республикой и Владимирским князем. В результате этого конфликта новгородским князем становится Михаил Всеволодович. Этим конфликтом воспользовались крестоносцы и начали осаду города Юрьев. Войско из Новгорода было отправлено слишком поздно, и Юрьев был захвачен крестоносцами, когда новгородская армия находилась поблизости от Пскова. В 1226 году в Новгороде снова происходит смена власти, и на княжеский престол возвращается Ярослав Всеволодович, который твердо решил продолжить борьбу с крестоносцами. Но вместо подготовки к новому походу ему пришлось решать внутренние проблемы. Дело в том, что после смерти псковского князя Владимира Мстиславича, который пользовался доверием среди местного населения, власть в городе перешла в руки его сына, Ярослава Владимировича. Новгородский князь был против, так как хотел передать власть в городе своему человеку, чтобы исключить вероятность отделения Пскова от новгородской земли. Ярослав Владимирович успел заключить Псковско-Ливонский оборонительный договор, но ему все-таки пришлось уступить новгородскому князю и покинуть город. Он укрылся в Ливонии, так как рижский епископ был женат на его сестре, а сам Ярослав Владимирович также был женат на немке. В 1233 году Ярослав Владимирович во главе собственного войска, а также при поддержке ордена меченосцев,
занимает Изборск. Но удержать город у него не получилось, так как он был выбит из него псковскими отрядами. Новгородский князь Ярослав Всеволодович решил отомстить крестоносцам и начал планировать поход в земли ордена. В 1234 году Ярослав Всеволодович во главе крупного войска вторгается на территорию ордена и, не встретив никакого сопротивления, достигает окрестностей города Юрьев. Так как штурмом город из-за серьезных укреплений было не взять, а его осада могла бы продлиться довольно долго, Ярослав принимает решение приступить к разорению окрестных территорий, чтобы спровоцировать крестоносцев на активные действия. Крестоносцы, рассчитывая, что русские полки увлечены разграблением окрестных территорий, решают нанести одновременный удар со стороны Юрьева и Медвежьей Головы. В назначенное время отряды ордена меченосцев вышли за крепостные стены и начали стремительную атаку на русские полки. Крестоносцы планировали застать новгородцев врасплох, но их ожидания не оправдались. Убедившись, что воины ордена отошли достаточно далеко от крепостных стен, русские отряды перегруппировались и сами пошли в атаку. Сражение продолжалось недолго, так как крестоносцы не ожидали организованного сопротивления. Столкнувшись с русскими полками, они довольно быстро дрогнули и предприняли попытку спастись бегством. Части воинов ордена все-таки удалось спастись, укрывшись за стенами Юрьева и Медвежьей Головы. Но те крестоносцы, которые отступили в сторону реки Амовжи, преследуемые русскими войсками, провалились под лед и утонули. Потеряв значительную часть воинов, орден предпринял попытку заключить мирный договор. По мнению многих историков, именно по условиям этого договора за владение городом Юрьев крестоносцы согласились выплачивать определенный объем денег. Эти выплаты вошли в историю под названием Юрьева дань. Забавным является тот факт, что именно невыплата Юрьевой дани стала поводом, который Иван Грозный использовал для начала Ливонской войны, положившей конец существованию Ливонской конфедерации. После поражения от новгородцев, крестоносцы решили сосредоточить свои силы на покорении Курши и Семигалов, а также их союзников Жемайтов. В 1236 году орден начал поход против Жемайтов. Магистр ордена меченосцев прекрасно понимал, что после поражения у реки Амовжи сил для похода у него явно недостаточно, но все-таки поддался на уговоры папы Григория IX. На начальном этапе поход был довольно успешным, и крестоносцам удалось захватить много добычи. В это время объединенное войско Жемайтов и Земгалов устроило засаду в местности Сауле. Для засады специально была выбрана болотистая местность, чтобы лишить орден главного преимущества в виде рыцарской конницы. Когда войско крестоносцев, возвращаясь из похода, проходило через местность Сауле, отряды Жемайтов и Земгалов по команде напали на колонну меченосцев с двух сторон, не позволив им сформировать боевые построения. В свою очередь, болотистая местность не позволила рыцарям ордена полноценно сражаться. После продолжительного и кровопролитного боя крестоносцы были разгромлены, а магистр ордена Фольфин фон Наумбург был убит. После поражения орден меченосцев был полностью обескровлен, и для продолжения крестового похода ему пришлось слиться с более успешным Тевтонским орденом. На этом история ордена меченосцев завершилась, но не закончился Ливонский крестовый поход. О том, что было дальше, я расскажу вам в одном из следующих видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.